Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Авгуль Андрей. Вместе с моим другом и коллегой по пчеловодству Андреем Синявиным мы занимаемся реализацией совместного проекта AdVibes. Сегодня вместе с Андреем мы решили запустить новую серию передач под общим названием, рабочим названием «Пчелоновости», «Пчелоньюз» или «А как там у них?». Честно признаемся, это не окончательное название, оно рабочее. Если вы предложите какие-то свои творческие, креативные варианты, мы будем очень благодарны. Суть передачи заключается в следующем, что мы с Андреем так или иначе занимаемся изучением информации из разных доступных источников. Благодаря некоторому знанию иностранного языка мы имеем возможность анализировать в том числе и иностранные источники о пчеловодстве. А у них есть чему поучиться, у них много интересной и достойной информации, которую можно брать, адаптировать и применять в наших условиях. Сегодня в качестве аперитива, легкой закуски, мы решили предложить вам 3 инструкции, которые были переведены уже достаточно давно, наверное, более 1,5 лет назад. Инструкции, разработанные немецким институтом пчеловодства города Кирхайн. Переводил я их для ребят с канала «Воронежское пчеловодство». Всем ребятам большой привет! Если кто-то не знает, что такое воронежское пчеловодство, это канал в программе, которая называется Zella Rация, скачивается на телефон либо на компьютер и позволяет достаточно удобно, оперативно общаться большому числу людей, пчеловодов, объединенных одной идеей и целью. В том числе это уникальный источник, на мой взгляд, ценной оперативной информации о пчеловодстве, потому что любой желающий может задать свой вопрос и достаточно быстро получить ответ от профессионалов из разных точек мира, не только Воронеж. То есть не путайтесь и не ошибайтесь самому названию. Там пчеловоды из Германии, Украины, России, Соединенные Штаты и Беларусь. Периодически очень интересные выступления, поэтому рекомендую попробовать, вам наверняка понравится. Наши задумки очень проста. Мы берем какой-то иностранный источник, переводим его, изучаем и далее стараемся, во-первых, дать доступ к первоисточнику, ничего не привирая. Во-вторых, стараемся дать свою какую-то интерпретацию, как мы видим то, что мы поняли, и очень надеемся получать от вас обратную связь в виде комментариев, потому что для нас это тоже очень полезно и очень развивает. У нас есть определенный перечень тем, который нам сейчас интересен. Ну, честно признаться, нам интересно практически все, что связано с пчеловодством. Кстати, когда я так вот сижу, похоже, что у меня вырос снимок. Да. Так вот, нас интересует практически все, что связано с пчеловодством, но, безусловно, есть свои определенные акценты, на которых мы сейчас фокусируемся. Так как мы сами изучили эту информацию, она у нас уже есть, будет интересно поделиться ею с коллегами по мере наших, конечно, ограниченных возможностей. То есть, несмотря на то, что нам в пчеловодстве интересно очень многое, мы вынуждены выбирать определенные акценты. На текущий момент нашими приоритетами является, конечно же, правильное ведение пчеловодства с точки зрения безопасности от клеща, то есть все, что связано с обработками и противодействием клещу. Нас очень интересует матководство. Нас очень интересует внутри матководства много деталей, в том числе искусственное осеменение, как один из инструментов основных. Нас интересует повышение медосборов, эффективное пчеловодство, оптимизация собственных затрат. В общем, перечень тем достаточно широкий. Но тем не менее, наверняка у вас есть тоже свои приоритеты. Возможно, вы сталкивались с какими-то иностранными источниками, которые вам оказались в силу объективных причин вам оказались по какой-то причине недоступны. Присылайте ваши темы, которые вас беспокоят. Если они будут совпадать с нашими темами, мы с удовольствием постараемся уделить им внимание в первую очередь, пока не начался сезон и пока у нас есть некое время и силы. Надеемся, и нам, и вам с нами будет интересно. Сегодня мы решили опубликовать, дать возможность всем желающим скачать и использовать перевод 3 инструкций. Еще раз повторюсь, инструкции разработаны
немецким институтом пчеловодства города Кирхайм. На нашем канале есть видеоотчет о поездке в данный институт на День открытых дверей. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылка на интернет-ресурс самого института пчеловодства города Кирхайм будет под номером 1. Далее 2, 3 и 4 номер – это ссылки, перейдя по которым можно скачать файл, познакомиться с ним, если решить, что он интересен, важен и может быть использован в вашем пчеловодстве, пожалуйста, распечатайте, используйте, как считаете нужным. Очень важная оговорка. При использовании данной инструкции просим особенно молодых начинающих пчеловодов учитывать очень важный фактор. Инструкции разработаны немецким институтом для немецких пчеловодов. Они разработаны исходя из их погодных условий. Соответственно, если вы решите применить данную инструкцию, все базовые принципы сохраняются, но просьба адаптировать ее под ваши погодные условия, время наступления весны, основного взятка и так далее. Учитывайте этот фактор, его игнорировать нельзя, это вредно для ваших пчел. Надеемся, что данные инструкции будут для вас полезны. Ну и как поется в одной прекрасной белорусской народной песне: бывайте здоровы, живите богато.